Об этом псе мы узнали глубокой ночью. Сейчас уже трудно вспомнить, кто именно рассказал нам о нем, местные жители или кто-то из волонтеров сам случайно заметил его. Известно одно, пес находился в чердаклах, лежал прямо на земле и тихо скулил, будто умоляя о помощи. Когда мы приехали, возле собаки собралась небольшая группа людей. Они стояли в полном шоке от того, что произошло. Оказалось, что буквально за несколько часов до нашего приезда пса по имени Миша, которого в районе знали все, переехала «Газель». Миша был бездомным, но добродушным и спокойным, поэтому местные жители давно к нему привыкли. Каждый день он отдыхал на одном и том же месте у обочины, никому не мешая. Люди, ставшие свидетелями трагедии, утверждали, что водитель мог без труда объехать собаку. Однако вместо этого он намеренно свернул в сторону, где лежал Миша, и на полной скорости наехал на животное. Трудно описать словами то, что мы чувствовали, узнав эти подробности. Шок, гнев и безграничное сострадание к пострадавшему псу переполняли нас. Но на жалость времени не было, нужно было срочно спасать Мишу. С того момента началась наша долгая борьба за его жизнь. Дважды мы везли Мишу в Самару, где ему провели сложные операции на позвоночнике. Реабилитация растянулась на долгие месяцы, каждый день требуя от нас терпения, силы и надежды. Владельцы передержки, где поселился Миша, выполняли с ним специальные упражнения, делали массаж и даже пробовали использовать поддерживающие конструкции, чтобы помочь ему снова встать на лапы. Хотя наши усилия не привели к полному выздоровлению, назвать их напрасными нельзя. Миша научился самостоятельно стоять на короткое время и даже делает пару неуверенных шагов. Ветеринары предупреждают, что полноценной подвижности у Миши уже не будет. Однако с помощью специальной коляски он сможет снова наслаждаться прогулками. Несмотря на все, Миша не теряет оптимизма. Он быстро адаптировался к новой реальности и обрел уютный дом, где окружен любовью и вниманием. Каждый день он получает вкусные угощения и заботу от своей временной хозяйки, которая называет его своим большим мальчиком. Особенно трогательно наблюдать за тем, как Миша встречает хозяйку передержки после работы.